Итак, провязала я нужную мне длину регланной линии. Я забыла вам сказать, ну, я думаю, что это и лишним было, вы и так поняли, что после того, по мере того, как у вас увеличивается количество петель, то вы переходите уже на спицы с леской, которая длиннее, уже там 60-80 сантиметров. Так, я провязала необходимую мне длину регланной линии для моего размера. Вот такая у нас получается красивая. Вот, необычная регланная линия. И у меня она длиной для моего размера в 20 сантиметров. Мне такая и нужна была. И теперь на этом этапе мне нужно отделить тело свитера от рукавов. Значит, как мы это будем делать? Значит, у нас регланная линия состоит из 4 петель. Их мы будем равномерно распределять. 2 петли мы пустим на тело свитера, и 2 петли с каждой регланной линии мы пустим на рукав. Так, здесь я не довязала до конца ряда вот 2 петельки. Провязала, снимаю маркер и провязываю 2 петли регланной линии вот на тело. Все. Дальше я беру лески, свою леску, и если у вас нет вы на нить, на дополнительную будете снимать, и снимаю вот первые 2 регланные петли регланной линии, и дальше все петли рукава переснимаю на отдельные спицы, отдельную леску или отдельную нить. Снимаем все петельки и будем соединять тело джемпера в круг. Далее будем вязать уже тело нашей паутинки. Так, петли рукава я пересняла, маркер убираю и 2 петли регланной линии переснимаю. Все, теперь здесь мне нужно поставить заглушку. Петли первого рукава у меня сняты. Есть, вот они у меня. Так, теперь будем замыкать вязание паутинки в круг. Значит, сюда мы вешаем маркер начала ряда. И что мы делаем? При помощи воздушных петель будем набирать петли подреза при помощи воздушных петель. Мы нашу рабочую нить вот так заворачиваем в петельку, надеваем на правую спицу и подтягиваем. 1, дальше 2, 3 и 4. У меня на размер М 4 петли подреза будет достаточно. На размер S то же самое. Чем больше у вас размер, тем добавляйте немножко петельки. На размер L можно 5, на размер XL можно 6 петель. Смотрите там дальше, как вам хочется самим. Так, я 4 петли набрала и замыкаю в круг. Сначала провязываю 2 петли регланной линии и хорошенько подтягиваю здесь в этом месте ниточку. Это нам не нужен этот маркер уже. И все, и провязываю лицевыми петлями все петли спинки до следующего рукава. Провязываем самостоятельно. Так, провязала петли спинки, убираю маркер, провязываю 2 петли регланной линии
И дальше переснимаю второй рукав. В начале 2 петли регланной линии, и дальше уже идут петли рукава. Все переснимаем самостоятельно. Пересняла петли рукава и 2 петли от следующей регланной линии. Все. Второй рукав у нас пересняты петли. Есть. Так, теперь продолжаем дальше наше круговое вязание. Прям нежное облачко какое-то получается. Так, здесь тоже нам нужны петли подреза. Точно так же мы будем при помощи воздушных петель набирать их 4 петли. Итак, делаем петельку, надеваем на спицу и подтягиваем. 1, 2, 3 и 4. Все. И теперь соединяем под вторым рукавом наше вязание в круг. Так, идут в начале у нас первые 2 петли регланной линии. Подтягивайте, не забывайте хорошенько в этом месте. Все, нам больше лишние маркеры не нужны. У нас теперь только один маркер, который обозначает начало ряда. Все, провязывайте все петли переда до конца ряда. Так, я довязала вот до конца ряда. И теперь покажу просто вам, как мы провяжем вот эти петли, которые мы с вами набирали. Перебрасываем маркер. И теперь просто их провязываем за переднюю стеночку, просто лицевой петлей хорошенько подтягивая. И точно так же уже самостоятельно провяжите под вторым рукавом. Хорошенько подтягиваем нить, чтобы не провисала. Это только в этом в первом ряду. Не очень их легко провязать, а дальше уже все петли нормальные будут вязаться. И вот особенно вот здесь вместе соединения, когда переходите на спинку. Все. Вот они у нас провязались. И все. И дальше вы просто вяжете по кругу до необходимой вам длины. А встретимся уже, когда будем закрывать низ изделия. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Девочки, я немного провязала тело свитера, вот буквально совсем немножко, и решила сначала связать рукава, а потом уже продолжать дальше длину свитера. Очень многие делают так же. Вначале я всегда вязала тело, а потом уже рукава. Но вот последние несколько изделий мне почему-то показалось, что удобнее сначала связать рукава, а потом уже заканчивать полностью свитер. Но это не имеет особого значения. Значит, в какой последовательности вы это делаете. Значит, итак, я сейчас в этом видео показываю, как мы с вами будем продолжать вязать рукав. Значит, я уже пересняла с лески на рабочие спицы номер 6 все петли рукава. Я буду на свой размер вам рассказывать, сколько у меня петель, чтобы вы могли ориентироваться. Здесь именно непосредственно петель рукава в данный момент у меня 55. Мне нужно будет поднять 4 петли подреза, которые мы с вами поднимали. Это будет 59. И мне нужно по 2 петли с двух сторон от подрезов, между подрезов и петлями рукава, еще по 2 петли
поднять дополнительные. Итого я должна выйти на 64 петли. Вы делаете точно так же. Но смотрите, когда я буду поднимать, с этой стороны, допустим, 2 петли будет нормально, потом идут 4 петли подреза, а с этой стороны довольно большое расстояние, и 2 петли будет мало. Поэтому я с этой стороны буду поднимать петель больше, но в первом и втором ряду я сокращу количество петель до необходимого мне количества, и все. Итак, значит, я сначала правой спицей поднимаю необходимое количество петель до середины петель подреза, а потом левой спицей делаю то же самое. И здесь в середине, когда спицы у меня встретятся, я повешу маркер, который будет обозначать начало ряда. Итак, петли поднимаем в удобном для вас порядке, подхватываем за ту петелечку, которая на вас смотрит удобнее. Вот я, например, вот здесь 2 прям подниму, двойную, для того, чтобы не образовывалось лишних отверстий. Вот тут я подняла, значит, одну, и вот вторую, это до петель подреза, вторую, вот тоже у меня двойная поднялась. Дальше у меня идут петли подреза, и мне нужно на правую спицу поднять 2 петли. Одна, вот эту, пожалуй, подниму посерединке, одна, и еще одну, и вторая. Надеваю маркер. И то же самое делаю левой спицей. Поднимаем так, чтобы как можно меньше отверстий образовывалось. Так, вторая. И, наверное, здесь еще одну мне нужно будет поднять. А потом я просто ее сокращу, и все. И здесь поднимаю 2 петельки. Одна и вторая. Все, а теперь присоединяем рабочую нить. Хвостик рабочей нити можно оставить небольшой, для того, чтобы, если все же образуется отверстие, потом при помощи иглы подтянуть их. И все, и здесь начинаем в первом ряду провязывать так, чтобы как можно меньше отверстий образовывалось. Можно и нужно даже провязывать скрещенными петлями, если вам так удобнее. У меня вот это смотрит, по-моему, вот таким образом ее удобнее будет провязать. Вторая, вот эту точно скрещенная, потому что вот такое отверстие у нее образуется. И подтягиваем хорошенько. Ну и эту тоже скрещенной. Все, дальше пошли, а нет, вот еще одна, тоже провязываю скрещенной. Дальше пошли уже петли рукава, дальше провязываем просто лицевыми петлями и пересчитываем в первом ряду количество петель, которое у вас образовалось. Вяжем дальше до конца. Итак, первый ряд провязан. Я вот уже вышла на необходимое количество петель, у меня 64. Если у вас еще не сократились лишние петли, вы можете их сократить во втором ряду. И дальше уже с третьего ряда, начиная, вязать необходимое количество петель. Значит, не забывайте подключить счетчик рядов. Первый ряд я провязала, и вот вышла на второй ряд. Для того, чтобы у вас рукава были одинакового размера, считаем количество рядов. Все, далее вяжем длину рукава по своему росту и по своему предпочтению. И встретимся, когда будем закрывать рукав. Продолжаем самостоятельно. Здесь хочу показать вам вот место соединения. Очень даже нормально соединилась, лишних никаких дырок и отверстий нет, только дорожки вот эти, которые от регланных линий. И так все аккуратно и красиво. Даже эта ниточка
потом в будущем и не понадобится. Закрепим ее и обрежем. Все, продолжайте вязать рукав самостоятельно. Так, девочки, я провязала длину рукава, необходимую для меня. Кто ориентируется на мои размеры, я провязала 80 рядов. И теперь я буду закрывать. Закрывать я буду способом болгарский зачин, тем же, которым мы с вами набирали петли горловины, для того, чтобы красиво у нас гармонично объединялись низ изделия и верх изделия. Итак, я провязала полностью весь рукав спицами номер 6, и теперь мне нужно перейти на спицу номер 5, я буду с пятерочкой закрывать уже край изделия. И еще один нюанс. Мы с вами начинали вязать в 2 нити, то есть наборный край мы делали в 2 нити. Закрывать я тоже буду в 2 нити, поэтому я беру от второго моточка вторую ниточку и прикрепляю и начинаю закрывать. Значит, этот наборный край у меня будет состоять из 2 провязанных рядов, и 3-й ряд уже непосредственно закрытие будет. Значит, как мы провязываем 1-й ряд? Спицами номер 5 я первую петлю снимаю, и нить у меня перед работой. Следующую изнаночную я провязываю изнаночной петлей. Снова снимаю нить перед работой, следующую провязываю изнаночной петлей. И так до конца ряда. Снимаю лицевую нить перед работой, провязываю изнанкой. Снимаю лицевую нить перед работой, следующая провязывается изнаночной петлей. Снимаю нить перед работой, изнаночная. Снимаю нить перед работой, изнаночная. Провязываем таким образом до конца ряда. Довязала до конца ряда, надеваю маркер, чтобы дальше не пропустить начало и конец ряда. И теперь 2-й ряд. Значит, первую петлю мы с вами снимали лицевой, нить перед работой была. Теперь мы ее провязываем изнаночной. А ту петлю, которую мы провязывали изнаночной, мы теперь снимаем нить перед работой. И так вяжем до конца ряда. Ту, которую снимали, мы провязываем изнаночной, ту, которую провязывали, снимаем нить перед работой. И все. И так чередуем изнаночную и снятую петлю до конца ряда. Просто во 2-м ряду мы их поменяли местами. Продолжаем вязать до конца ряда. Итак, 2 ряда провязали. И теперь можно маркер убирать. Начинаем закрывать. Как закрываем? Значит, первую петлю провязываем лицевой, вторую тоже провязываем лицевой и перебрасываем через нее первую провязанную петлю. Дальше снова провязываем лицевой и перебросили предыдущую. Снова лицевая и перебросили. Здесь следим за натяжением нити, чтобы оно было равномерное. Лицевая, перебросили. Все, и так закрываем все петли до конца ряда. Вот у нас получается, болгарским зачином закрывается рукав. Все до конца ряда закрыли, закрепляете ниточку и теперь вставляете в иголочку и соединяете аккуратно оба конца. Все, 1-й рукав у нас готов. С вами вот такой красивый наборный край у нас получился. Точнее, не наборный, а закрытие петель.
И второй рукав вяжем точно так же, как и первый, симметрично. Используйте счетчик рядов, чтобы количество у вас было рядов одинаковое, соответственно, длина рукава одинаковая. Так, довязала я всю длину, которая необходима, и закрыла точно так же болгарским зачином, как я закрывала рукава. Я уже не стала под видео это делать, потому что он одинаково закрывается, как я показывала вам рукава. Вот очень аккуратно и красиво получается вот такой край. Единственное, что здесь я вам хочу сказать, у меня джемпер вообще длиной 60 сантиметров. Я планировала вязать, и получился. Сейчас я вам просто померяю, сколько я провязала от подмышек, от рукавов, когда мы с вами отделили. Сколько это в сантиметрах. Вот приблизительно 40 сантиметров у меня провязано после того, как отделили рукава. Вот, в принципе, и все. Закрывайте вот таким образом низ изделия, прячьте кончик, и джемпер ваш готов. Нужно будет сделать ВТО, и можно уже надевать и носить. Как раз сезон для паутинок в самом разгаре. В принципе, на сегодня у меня все. Мастер-класс закончен. Кому понравился мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео, которые будут выходить в дальнейшем. А на сегодня у меня все. Всем пока!